Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу показать вам мастер-класс на вот такого вот поросенка. Полностью цельновязанная игрушечка. Размер такой хрюшки 10 сантиметров. Вот такая небольшая игрушечка или небольшой брелочек у меня получился. Если вам понравился такой поросеночек, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Для вязания поросенка нам понадобится два вида пряжи. Это такой розовый поросячий цвет, такой мне нравится, он бледно-бледно-розовенький, и ярко-розовенький, чтобы выделить пятачок. Дальше глазки нам понадобится 8 миллиметров, крючок 4,5, маркер, иголочка и ножницы. Давайте начнем. Начинаем с ярко-розовой пряжи, с пятачка вязания. Я набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Шестую я не довязываю, а буду заканчивать бледно-розовой, то есть буду менять ниточку. Пятачок мы больше вязать не будем, но я отрезаю хвостик подлиннее. Хвостик отрезаю подлиннее и вкладываю наперед. Мы будем этой ниточкой с вами вывязывать пятачок. Беру бледную пряжу и заканчивая шестую петельку уже сменной ниточкой. Дальше. За заднюю стеночку, второй ряд я вяжу за заднюю стеночку петли. Подтягиваю хвостик. 6 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. Это третий столбик. Четвертый, пятый, и шестой. Вот ниточка у нас впереди. Подтягиваю хвостики, завязываю, которые у нас внутри будут. И вот такой вот у нас провязан второй ряд. Третий ряд провязываем все 6 прибавок подряд. Уже за полную петельку я провязываю прибавку. Провязав первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик. И до конца ряда я провязываю в каждую петлю, провязываю прибавку. Вторая прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Третья прибавка. Так, не туда. Четвертая прибавка. Пятая. И шестая. Вот провязала я третий ряд. Третий ряд провязан по кругу 12 столбиков. Четвертый ряд провязываем столбик прибавка, столбик без накида, ставлю маркер первый столбик, в следующую прибавка, опять столбик без накида, прибавка. Так нужно повторить 6 раз по кругу, в конце 18 столбиков получается.
прибавка, это будет третье повторение. Столбик, прибавка, это будет четвертое повторение. Пятое повторение и шестое повторение. Хвостики вкладываем, чтобы они нам не мешали. Вот мы провязали, у нас получается провязан 4-й ряд. Дальше 5-й и 6-й ряд провязываем без изменений, 18 столбиков по кругу, без прибавок и убавок. Итак, провязала я. Теперь 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем таким образом 7-й ряд. Провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 2 и 3. Дальше мы с вами провязываем ушко. Задействовать мы будем 2 петельки и будем вязать за переднюю стеночку петли. Значит, за переднюю стеночку петли в один столбик я провязываю столбик без накида. В эту же петельку за переднюю стеночку полустолбик с одним накидом. Дальше столбик с одним накидом. И это все в одну петлю. Вот в одну петельку я провязала. Дальше делаю воздушную. Теперь передвигаемся ко второй петельке. Делаю накид и зеркально провязываем во второй столбик за переднюю стеночку. Столбик с накидом, полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Вот мы с вами провязали первое ушко. Дальше, задействовав 2 петельки, дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше провязываем второе ушко, точно так же, как и первое. Делаю столбик без накида в следующую петельку за передний столбик, столбик без накида, в эту же петельку за переднюю стеночку полустолбик с одним накидом и в эту же петельку столбик с накидом за переднюю стеночку. Дальше воздушная петля и в следующую петлю я провязываю зеркально столбик с накидом за переднюю стеночку, полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Вот провязали 2 ушка. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем шишечку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. Делаю накид. В следующую петельку я провязываю первый столбик с накидом незаконченный, второй, третий, четвертый. 4 незаконченных столбика с накидом провязываю вместе
воздушная. Дальше провязываю 2 столбика без накида. 1, 2. И в последнюю петельку я провязываю опять шишку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. То есть вяжем вторую ножку. Вот 4 столбика с накидом незаконченных я провязала. Теперь делаю общую петельку и воздушную. Дальше 8, 9, 10, 11, 12 ряд. 5 рядов я провязываю 18 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Вот такая деталь у нас получается. Это получается у нас 7 ряд провязан. Теперь вяжем 8 ряд. Первый столбик я провязываю, ставлю маркер, провязываю еще 2, 3. Дальше отгибаю ушко. И за ушком, за заднюю стеночку петли я провязываю 2 столбика. Первый столбик и второй столбик. Дальше между ушками я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше я сгибаю следующее ушко. И за ушком я провязываю первый, за заднюю стеночку петли первый столбик и второй. Дальше между ножками у нас получается 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Ой, не между ножками, а между ушком и первой ножкой. Дальше за воздушную петельку на ножке. Затем 2 столбика между ножками. И за воздушную петельку на ножке. Итого у нас получается 18 столбиков. Провязав 8 ряд, я немного вытягиваю ниточку, и можно с вами вывязать пятачок, чтобы потом вот эта ниточка розовенькая нам не мешала. Вот, и мы ее спрячем вовнутрь, и затем можно будет дальше провязывать прямые ряды. Итак, теперь за переднюю стеночку в первом ряду я вставляю крючок, вывожу петельку и не провязываю ее. В следующую петлю вставляю. Я делаю соединительные столбики. 6 соединительных столбиков. Я их не затягиваю, просто вот таким вот образом делаю соединительные столбики по кругу за переднюю стеночку, чтобы немножко выделить пятачок. Вот так. Теперь фиксирую ниточку с внутренней стороны, просто достаю, вытягиваю. Вот, и вот такой вот пятачок получается. Вкладываю ниточку, все поправляю. Вот такой вот пятачок получается. То есть 6 соединительных столбиков за переднюю стеночку петли. Все, теперь дальше продолжаем еще 4 ряда, продолжаем вязать 9, 10, 11 и 12 ряд. 4 ряда продолжаем вязать по кругу 18 столбиков без накида.
Провязала я 5 рядов, всего 5 рядов. Вот такая деталь получается. Теперь 13 ряд. Снимаю маркер и провязываю сразу шишку, которая состоит из, то есть третью ножку буду вязать. Делаю накид, и в первую петлю я провязываю шишку, которая состоит из 4 столбиков с накидом незаконченных. Вот 5 петелек на крючке провязываю вместе, делаю воздушную, и дальше я провязываю, ставлю маркер в первый столбик. И дальше я провязываю 14 столбиков без накида. Первую я провязала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязав 14 столбиков, в следующую петлю я провязываю шишку, то есть четвертую ножку. Провязываю шишку, которая состоит из 4 незаконченных столбиков с накидом. Это 3 и 4. Провязываю все петельки вместе, воздушная. Вот, и между ножками 2 столбика без накида. Вот провязала я 13 ряд. Теперь 14 ряд я провязываю 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Снимаю маркер за воздушную петельку. Это будет первый столбик. Ставлю маркер. Дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. За воздушную петельку 16, 17 и 18. Вот провязала я 14 ряд. Давайте немного набьем деталь голову и хотя бы серединку туловища, чтобы удобнее было. Вот набила я туловище уже. Ушки я делаю наперед. Вот так вот их наперед. Вот, и они тогда хорошо ложатся. Так, теперь 15 ряд. В 15 ряду делаем убавки. 1 столбик убавка. Столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик. Дальше убавка. Опять столбик без накида, убавка. Это второе повторение. Столбик без и убавка. Третье повторение. Столбик без накида, убавка, 4-е повторение. Дальше 5-е и 6-е.
Все, провязали мы все убавки. В 15 ряду у нас получается 12 столбиков. 16 ряд. В 16 ряду я провязываю 4 убавки подряд. Первую убавку провязала, ставлю маркер в первый столбик. Дальше вторая убавка. Дальше третья и четвертая. Дальше хвостик вяжем. Начинаем вязать хвостик. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь со второй петли от крючка я провязываю все 5 прибавок столбиками без накида. То есть в первый столбик прибавка, в следующую петельку прибавка, еще в одну прибавку, это будет третья прибавка, четвертая прибавка, и пятая прибавка. Вот такой хвостик закрученный. И дальше продолжаем вязать 2 убавки подряд до конца ряда. 1 и 2. Вот так вот. Теперь у нас по кругу остается 6 столбиков в 16 ряду. Вот 6 столбиков. Теперь 17 ряд я провязываю 6 столбиков без накида. Я снимаю маркер и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 до хвостика. Убираю хвостик и за хвостиком провязываю еще 2 столбика. Вот так. Теперь давайте с вами набьем полностью деталь, вот эту вот часть. Я отрезаю ниточку и фиксирую. Вот. И теперь давайте набьем вот эту вот часть детали. Итак, набила я уже деталь. Теперь нужно просто стянуть отверстие. За полупетельки я
Стягиваю отверстие. Теперь серединку вставляю, а вывожу в любое место. Вот так. Все тут поправляю. Вот. Вот такой поросенок получается. И теперь путаю ниточки. Стягиваю вот так вот, затягиваю, и оно, отверстие, вот тут даже если что-то и было у вас, то оно стягивает. Вот так. И теперь путаю ниточки. По всему телу. И обрезаю. Все, теперь свинка готова. Глазки я приклеиваю по бокам. Приклеиваю глазки между 4-м и 5-м рядами, чтобы они были симметрично по бокам. Все, давайте приклеим. Ну все, приклеила я глазки. Поросенок наш готов. Можно его использовать как брелочек или маленькую игрушечку. Вот все. Если вам понравился поросенок, вам понравилось со мной вязать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.